Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый влог. Сегодня у нас 17 марта. Я вчера начала раскраску, которую мне подарила Виолетта. Еще раз огромное спасибо, и я раскрасила здесь вот эту иллюстрацию. Я ее, в общем-то, выкладывала в Инстаграм, ВКонтакте. И потом на ночь решила начать еще вот эту иллюстрацию. Причем начать, я думала, просто раскрашу один листочек карандашами акварельными Лира Рембрандт. Потому что я говорила уже, что эти карандаши мне очень нравятся на неакварельной бумаге без размытия. Размывать мне их не понравилось, но я не пробовала на акварельной бумаге и решила, думаю, дай-ка я попробую. Но вы знаете, я поняла, что вообще Лиры, что Рембрандт, что Осирис размывать мне в принципе не нравится ни на какой бумаге. Поэтому вот этот вот листочек я с горем пополам размыла, удовольствия не получила и думаю, ну, надо попробовать тогда подобрать какие-то цвета здесь. В итоге, ну, в общем, в итоге я взяла вот этот желтый, этот зеленый и вот этот зеленый. В принципе, как и вот на этой иллюстрации, но тут, правда, желтые были вот эти. Ну, это не так важно. Вот, а потом, ну, как бы думаю, надо уж тогда все листочки дораскрашивать. Потом пробрал интерес и решила раскрасить розу. Ну, и в этот раз решила вот сделать такого цвета. Я использовала белые ночи с белилами, вот там дюны, песочный. Потом использовала вот это гамма цвет. То есть вот эти два, вот этот вот цвет. И потом еще использовала вот этот вот он на выкраске. Ну, в общем, да. Можно, конечно, было использовать такой вот, как он называется, мокка от белых ночей. Ну, может быть, кстати, я и использую, потому что здесь, ну, хочется, наверное, не в одном цвете. Да, наверное, что я сейчас возьму еще вот этот цвет и думаю, что подберу к нему вот этот цвет. Скорее всего, будет неплохо. Ну да. Не, может быть, конечно, еще серединку вот можно вот эту. Ну, давайте попробуем. Например, вот эта розочка, сейчас я ее смочу водой. Мне нравится, что, конечно, здесь можно, я там неоднократно и вот тот рисунок подправляла, еще потом посмотрю, может быть, подправлю. Вот, конечно, это вообще тоже шикарный плюс акварельной бумаги. Так, ну, давайте начну, допустим, с этого листочка. Да, вот Лиры у меня, пожалуй, были такие первые карандаши. Сначала Осирис, потом Рембрандт. Вот именно из таких уже небюджетных, потому что до этого покупала в Ашане, Фикс Прайс, ну, как, в общем-то, и все, когда, тогда-то еще только все это начиналось, да. И ну, по сравнению, да, ну, что такое акварельные, я вообще не знала. То есть я покупала, понимала, что да, их можно размывать. Но вообще тогда была от этого далека. А использовала в чистом виде, конечно, меня это вообще устраивало, потому что по сравнению там с какими-нибудь дешевенькими, совсем простенькими карандашами, это, конечно, было очень круто. Но сейчас вот, да, я что-то понимаю, Лира вообще мне как-то не заходит. Ну, вернее, только вот в качестве без размытия. Тогда да. Ну, вот была надежда, что на акварельной бумаге карандаши как-то себя поведут по-другому. Но нет, вообще. Не, ну, наверное, к ним можно как-то приспособиться, приноровиться, но у меня
Монделуза есть большой набор акварельных карандашей, 72 цвета. Есть еще всякие там. Короче, смысла-то в этом нет, поэтому я буду их использовать просто как обычные карандаши и вполне себе с удовольствием. Вот. Так, в обычном режиме у меня к ним нет претензий. Хотя я думаю, что просто поскольку акварельные карандаши, они же предназначены, ну, и для смешанной техники в том числе, поэтому, ну, может быть, знаете, частично размывать, может быть, какие-то там шерстинки, волосинки, как говорится, переходы вот эти все делать. Может быть, для этих целей. Ну, это все так, пробовать надо. Ну, вот здесь, да, проба не удалась, но это дело именно в карандашах. Я так думаю. Может, конечно, и во мне, но тогда я бы не смогла пользоваться и другими, тем более, да, как бы более дешевыми. Ну вот я, например, еще, знаете, какие дюреры не люблю. Я изначально хотела их себе и так потестировала их и поняла, что не хочу. Ну и я знаю, что они не всем нравятся, многие покупают и потом как-то от них уходят. Ну вот и в моем случае это как-то не моя тема оказалась. Но это классно, что есть у нас магазины, в которых вот можно пойти потестировать. Потому что когда люди покупают, как говорится, вслепую, это вообще. Так, ну что, надо все-таки. Вот все же, знаете, люблю вот по одному лепесточку красить, это все же удобнее. Хотя, казалось бы, экономичнее эту краску там, да использовать максимально на все листочки. Но вот по результату я все-таки вот уже и привыкла, мне так удобнее. Я люблю взять краску, один листочек, потом смыть, ну, может быть, только единственное, что если 2 кисточки, но мне это тоже неудобно. Поэтому уже как есть. Экономично, не экономично, но так. Ну, сейчас на камеру, наверное, плюс-минус кажется одинаковое, но нет, отличия, конечно же, есть. Но они здесь должны быть такие, небольшие. Потому что, с одной стороны, мне хочется выдержать в таком цвете, с другой стороны, хочется, чтобы что-то немножко так отличалось. Вот. Поэтому как раз-таки поиспользую. Сейчас я вот так вот вам покажу. Вот разница. Ну, насколько все это потом будет выглядеть, это, конечно, когда вот это высохнет. Не, ну так отличия есть, конечно. Я боялась, что будет нехорошо как-то смотреться, но оказалось, что... Попробую еще раз этот способ. Очень даже неплохое сочетание. Да что такое, а? Вполне неплохое.
И что тут у нас вот этот цвет. Надо мне будет при всей моей нелюбви к красному, надо купить при случае будет кюветку, а то и может быть парочку разных красных оттенков. Но они все равно нужны как бы, вот, при любом раскладе. Просто мне вообще всего хватает, и мне как бы сейчас нет никакого желания ничего докупать. Но вот я покупала для интереса вот этот зеленый, я очень рада. Вот этот купила, этот, но это то, что мне было нужно, то, что не доставало. Я понимала, что вот коричневых вот этих мне не достает. Я взяла еще два и крайне довольна, потому что это прям было реально нужно. Но вот сейчас смотрю на этот красный, вот мне вчера потребовался, я сначала думала красными розы сделать. И я, значит, посмотрела, думаю, у меня что, красного нет? Потом думаю, вот стала здесь смотреть, уже без выкраски, думаю, вот он-то красный. Но он прям совсем какой-то такой, в общем, не то, что мне нужно, точнее как, я бы его использовала как какой-то промежуточный, знаете. Ну, то есть вот как здесь, да, несколько оттенков используется. Кстати, у меня же, по-моему, я кофе ставила. Кофеварку включала. У меня, конечно, таймер есть, но я когда просто в моменте себе там кофе варю, я таймером не пользуюсь, просто Wi-Fi. В общем, да. Надо сейчас пойти проверить, а может быть я вообще не включала. Сижу, жду кофеек. Ну да, я же еще планировала, думаю, я сейчас кофе попью, а потом сниму видео. А мимо проходила, и знаете, как-то само собой села и стала снимать. Ну, не знаю, я не могу уже без съемок. Так, и какую вот я краску схватила, а? Я не могу как-то без съемок, я настолько привыкла с камерой, что никак по-другому. Абсолютно никак. Что-то у меня такое, знаете, вот сегодня ощущение, что все как будто вообще ушли в подполье. Никто не пишет. Своей ученице я вообще не могу. А странно, она всегда на связи, отвечает прям моментально. Впервые такое, что я уже начинаю волноваться, честно говоря. Так, минутку. Кто мне пишет? Ну вот. Опа. Так, а вы знаете, что-то мне это не нравится. Сейчас придется прерваться. Так, продолжила снимать. Вот. Все нормально. Но это я так там смотрела, тоже мне кто-то написал. Так, ну, в общем, что-то вообще все молчат. Никто мне не пишет. Прям тишина. Не люблю такие моменты. Смотрю, сейчас Оксана написала. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, ну вот. Не знаю, мне прямо эта раскраска очень-очень вдохновила. Да, у нас лифт, вот сегодня на нашем этаже делают, там двери, видимо, устанавливают, то что позавчера я уже смотрела, на 9 этаже сделали двери новые. Сегодня до нашего этажа добрались, но это хорошо. Но шумно, поэтому да, извините. Это все равно будет продолжаться до вечера, поэтому, грубо говоря, если я не сниму видео, то
ну, если буду ждать, пока там прекратятся работы, они прекратятся в 8 или в 9 вечера, то, сами понимаете, видосика не будет. Поэтому довольствуемся, да, тем, что имеем. Ну, в конце концов, не АСМР же. Я, кстати, вчера хотела поснимать АСМР, отнесла штатив с микрофоном в другую комнату, где наиболее тихо, и передумала. Нет, ну, может быть, и сниму. Здесь я с розой подожду, когда она подсохнет, и потом тут будут косяки 100%, и я их подправлю, потому что сейчас сложновато сказать, где что не получилось. Не, ну в целом нормально. Не, ну я почему-то на камеру сильной разницы не вижу, а без камеры вижу. И я вчера, знаете, как вот ту иллюстрацию исправляла, я так брала, делала фотку, пока делаешь фотку, видишь на камеру недостатки, снова что-то исправляешь, смотришь через камеру, еще исправляешь, потому что всякие косяки прямо именно в этот момент видны. В общем, короче, как-то так. Такс. Ну, давайте здесь я буду использовать тогда вот эту палитру. Это значит вот этот цвет. Вот, может быть, мне все-таки удастся вот как-то так сразу на всех лепесточках все применить. По идее, наверное, да, ведь суть акварели в том, что все это перетекает. Может быть, это более правильно, не знаю. А вот это легче набирается краска. Но она вот у меня вот эта вот именно, она из тюбика, потому что тогда я почему-то нигде не могла найти в кюветке, был только тюбик, и я тогда купила, как раз собиралась посылку Оксане отправлять, ну и мы как бы половинку себе, половинку Оксане подарила. Вот, и мы так. Тут тоже удобно, кстати. Вполне себе. Но с другой стороны, этих акварелек-то хватает надолго. Так, какой у меня цвет? А у меня вот этот вот использовался здесь. Сейчас нанесу и потом буду потихонечку размывать. Очень красивый оттенок, прям вообще нравится. Покупка прям мега удачная была. Ну, вот этому зеленому и вот этим я прям рада. Ну вот сейчас надо, да, задуматься над красным цветом. Он все же очень необходим бывает, и вот это вот не вариант им обходиться. Ну что, приступлю к размытию, что ли? Может быть, так. Надо все пробовать. У нас сегодня прям так солнечно, но уж я не знаю, насколько тепло, не тепло. Сегодня я особо никуда выходить не планирую. Сейчас как раз влог сниму
Посмотрим, возможно, поснимать хочу еще лайф-влог закончить, тоже загрузить. Начать рукодельный влог. Ну, в общем, поосвобождать телефон и уже спокойно садиться за вязание. Я просто сегодня еще встала где-то в 10, поэтому не знаю, сейчас уже светает рано, и поэтому я так не заморачиваюсь. То есть спать-то я ложусь, стараюсь нормально, а встаю, когда встаю. Когда глаза откроются, тогда и поднимаюсь. Вот. Ну, в общем. И теперь мне кажется, что надо еще добавить вот здесь темного. Я как-то все это размыла довольно основательно. Сейчас у меня как-то так раскрашиваю с удовольствием, но этот месяц у меня непродуктивный в плане раскрашивания абсолютно. Хотя и желание есть, все такое по-прежнему, но вот не будет у меня в этом месяце огромного количества работ. Но правда у меня и не все в основном иллюстрации такие вот, знаете, в раскрасках таких, ну типа Ханны Карлсон, вот это вот, там Средиземье, как-то меня на это тянет. Ну, так вот, теперь у меня слишком темно получилось. Что делать? Ну ладно, немножечко, может быть, белого добавлю. А там высохнет, и посмотрю, что можно с этим сделать. Это, наверное, у меня, знаете, такой месяц своеобразный отдыха от большого количества иллюстраций, куда обычно входят и самые простенькие. Ну, я лично не против простых иллюстраций, я за, только за. Но вот как-то, ну, наверное, я давно уже, вот прошло то время, когда еще все-таки про косметику снимала, про раскраски снимала мало, и в основном это прям был же такой релакс без камеры, без всего. Вот. А сейчас пока темпы снизились, ну, понятно, что каждый день выкладываю видео, но все равно как-то немножко где-то что-то замедлилось, и я вот поэтому, наверное, беру посложнее иллюстрации, чтобы можно было, вот как вот, например, вчера вот с этим начала так без камеры, спокойненько, хотя вот я обожаю снимать, но, видимо, хочется чего-то такого. Да, вообще ритм сменился. Но в этом тоже есть плюсы, и я лично сейчас стараюсь искать плюсы, в общем-то нахожу. Оказывается, это довольно-таки легко. Ну, в общем, как-то так. Наверное, стандартно эту розу раскрашу сейчас, как вот эту. Ну, так вот буду чередовать. Потом, возможно, какой-то сделаю фон. Ну и вот. В конце месяца покажу вам результат. Это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кстати,
Ну, если вы будете через там соответственные сервисы смотреть видео, будет неплохо, особенно если там выбирать Америку. Потому что я, например, смотрю других девочек через там VPN, но знаете, я как-то нажала автоматически подключиться, потому что я в тот момент в Инстаграм заходила, хотя в основном он у меня работает и так. И я нажала автоматически, это была, по-моему, Польша. И потом, когда я зашла на YouTube, никакой ни у кого рекламы не было, сменила на Америку, реклама пошла. Вот, ну, как-то так. Ладно, я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, мира, добра, всегда оставаться людьми. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.